Всем привет! Это видео, я думаю, что у меня получится максимально информативным и наглядным. Начнем с самого начала. Например, мы уже придумали какую-то модель себе, в голове она у нас крутится, и мы думаем, как нам воплотить в реальность, то есть связать эту модель. Нам нужна выкройка, и нам нужны расчеты по этой выкройке. Ну, например, мы не умеем строить выкройку, или, может быть, мы не хотим этим заниматься. Что я предлагаю сделать? Мы заходим в интернет, в ту поисковую систему, в которой вы работаете или ищете информацию, и забиваем наш вопрос. Я забивала именно так. Свитер с открытым плечом. Вот он у меня есть. Почему я написала свитер? То есть тут нужно в поисковой системе дать понять, в каком разделе, в какой рубрике ему искать эту информацию. Указывая, что это свитер или кофта, мы уже говорим поисковой системе, что это что-то из рубрики вязания. Поэтому свитер или кофта с открытым плечом будет, приблизительно одинаковые ответы. Но обязательно к этому запросу нужно добавить выкройка. Нажимаем на «Ввод» и переходим на вкладку «Картинки» или здесь. Мы смотрим, что нам подходит под то, что мы уже с вами придумали. Листаем все выкройки, смотрим, может быть, еще что-то мы интересное тут найдем, может быть, какую-то идею, то есть расширяем нашу насмотренность. Так, ну и я уже как говорила, что я хотела себе такую простую модель. Вот она. Вот по этой выкройке я и строила. Здесь на этой выкройке есть значения, они в сантиметрах. То есть мы уже будем строить на машине, на компьютере, точнее, в программе, используя вот эти значения. После того, как мы выбрали пряжу, определились с моделью и выкройкой, мы должны отвязать образец, чтобы потом определить петельную пробу. Петельную пробу мы будем определять с помощью калибровочной линейки. Я буду наглядно показывать, потому что я распустила тот образец, и поэтому буду наглядно показывать вам на готовом изделии уже. Основное, что должно быть в образце для петельной пробы, чтобы у нас расстояние петель входило 40 петель. И рядов, по количеству рядов, должно быть 60. Ну и, конечно, мы должны провязать немножечко больше, шире, чтобы нам удобно потом высчитывать петельную пробу. И, конечно, при вязании петельной пробы мы обязательно, если мы будем шире вязать образец, мы должны устанавливать вот такие маркеры. То есть, чтобы четко понимать, что у нас в этом отрезке 40 петель. И в этом отрезке у нас 60 рядов. Калибровочная линейка, она двухсторонняя. С одной стороны ряды, с другой стороны петли. Чтобы не забыть, не путаться, там где R у нас ряды. Здесь, соответственно, петли. Калибровочная линейка определяет, сколько петель у нас в 10 сантиметрах. И сейчас я вам покажу. Вот я перевернула, где у нас будет измеряться петельная проба, точнее петли мы будем мерить. Прикладываем нашу калибровочную линейку по нашим отметочкам и видим, что у нас петельная проба, то есть петли, то есть в 10 сантиметрах у нас 26-25
петель. Ну вот оно где-то вот посерединочке здесь стоит, 26-25, вот так. И также мы переворачиваем линейку и измеряем ряды. 43-44 ряда. Это в 10 сантиметрах. Эти значения нам нужно обязательно записать. После того, как мы определили петельную пробу, записали эти значения, мы должны перейти во вкладку рисования в программе и нажать вот это вот «Вызвать диалоговое окно», «Калькулятор и машинная проба». Здесь мы должны создать свой новый проект, так и назовем. Нажимаем ОК. И сейчас мы будем вводить сюда значения наши. Сама программа предлагает использовать статичные такие значения, то есть определить, сколько сантиметров в 40 петлях или сколько сантиметров в 60 рядах. Но у нас другие значения. Мы с помощью калибровочной линейки установили, что у нас 26 петель. Так мы и записываем: 26 петель в 10 сантиметрах и 43 ряда в 10 сантиметрах. Сохраним и нажмем кнопку «Применить». Давайте опять вызовем это диалоговое окно и посмотрим, что у нас опять стала ширина 40 петель и высота 60 рядов. Так будет всегда показывать нам программа. Но хочу успокоить тех, кто не сталкивался с этим. С нашими расчетами ничего не произошло. Просто сама программа, она пересчитала так, как ей удобно. Скорее всего, как разработчики программировали эту программу, забили вот это статичное число, значение, и потом программа сама высчитывает, пересчитывает нашу петельную пробу под ту, которая ей удобно потом в процессе вязания считывать нашу выкройку. То есть, если мы все пересчитаем заново, вот эти показания, да, то у нас все будет те же значения, какие мы и определили в нашей петельной пробе. То есть сейчас у нас просто машина пересчитала, что в 40 петлях у нас 15-38 сантиметров. И в 60 рядах у нас 13-95 сантиметров. Все, это мы сделали. Далее мы переходим к следующему пункту, к следующему шагу. Мы выбрали выкройку, мы определили петельную пробу и внесли в программу ее. Сейчас мы построим с вами выкройку, саму выкройку будем строить. Как я уже говорила, мы будем строить собственную выкройку без конструктора. Не будем пользоваться конструктором. То есть, что это имеется в виду? Мы не будем переделывать какую-то модель, которая у нас занесена здесь в базу, под нашу выкройку. Потому что, во-первых, почему я опять же выбрала эту выкройку? Потому что она совершенно не похожа на те модели, которые представлены у нас в программе. Также, как вы заметили, нет ни брюк, ни шорт, ни только плечевые изделия тут есть, да? Поэтому нам необходимо научиться выкройке с нуля, собственные выкройки. Как я уже говорила, что у нас на нашей выкройке есть значение в сантиметрах. Мы посмотрим, что тут резинка, кстати, резинка и деталь. Да? Резинки мы сразу отбрасываем, потому что мы не будем их строить прямо в главной детали, в основной детали нашей модели. То есть мы резинки убираем сразу. Что мы видим? Что длина резинки, ширина резинки, да, не длина, а ширина резинки 20 или 22 сантиметра. Мы возьмем меньшее значение и будем везде брать меньшее значение, где есть
вот не в скобочках будем брать, а которые вот первые. 20 сантиметров. Но дальше, если мы посмотрим далее, правее, тут идет 3. То есть, что это значит? Что плюс 3, да, плюс 3, после резинки прибавляется еще на 3 сантиметра больше, у нас расширяется полотно. То есть, расширяется с одной стороны на 3 и с другой стороны на 3. Мы тоже будем строить одну часть пока. Поэтому мы начинаем вот как. Мне кажется, видно так вам все, да? Видно значения все. Я чуть-чуть уменьшу экран. Мы берем точку. Точка — это стрелка с плюсиком. И ставим в любом месте. На пересечении, не на пересечении, неважно. Просто в любом месте ставьте и все. Я потом покажу, мы потом все отцентрируем, все будет у нас правильно. От этой точки мы должны проложить 20 плюс 3. То есть мы резинку убираем, мы начинаем сразу с полотна. 20 плюс 3, 23 сантиметра. Вправо. Получается, это координаты x и y. Здесь мы вставляем вот в эти окошки значения. И мы по оси иксов и икса мы должны поставить 23 сантиметра. И нажать вот эту кнопку X вправо. Вот у нас линия построилась. Дальше мы от этой точки пойдем вверх. Ну, посмотрите, у нас тут показано, что 56 сантиметров это длина всего изделия. Но у нас тут есть резинка. Она 7 сантиметров. Да, видно, да, 7 сантиметров. То есть мы от 56 отнимаем 7 и получаем 49. Значит, у нас сейчас будет вверх по Y 49 сантиметров. 49 сантиметров. Y стрелка вверх. Нажимаем. Дальше мы идем строить отрезки вправо. А нам, в принципе, вот эти вот отрезки и не нужны. Мы можем построить полностью отрезок вот этот большой без резинки. Но давайте мы просто потренируемся и будем, как тут уже на картинке, будем делать полностью как на картинке. Значит, от этой точки, точка нажата, она вызвана, горит красным цветом. По иксу мы ставим 14 сантиметров и стрелка вправо. Дальше у нас 12 сантиметров. Ставим значение 12 и нажимаем X стрелка вправо. Дальше у нас идет вот это вот значение 23 сантиметра. Ставим 23 сантиметров и стрелка вправо. X стрелка вправо. Сейчас у нас идет выкройка вниз. И у нас здесь, значит, 12 сантиметров это резинка занимает. Это получается ширина резинки. И плюс 4. То есть мы видим, что оно расклешается вот здесь вот, да, больше петель у нас, ну или больше размер самого полотна. 12 плюс 4 равно 16. Ставим по значению, вот сейчас мы пойдем вниз, и очень внимательно нужно здесь. По Y мы ставим 16, потому что мы уже будем строить вниз эту линию. Но смотрите, у нас сейчас вот на этой кнопке Y стрелка вверх. Нам надо поменять направление нашего отрезка. Меняем направление отрезка, нажимаем правой кнопкой мыши. То есть наводим на саму эту кнопку, не нажимая, ее просто навели, видите, да, кнопочка как бы поднялась. Что такое? Разгильдяйки мои. Приподнялась немножко кнопочка. Мы просто правой кнопкой мыши меняем направление. Сейчас нам нужно, чтобы Y был стрелка вниз. А сейчас мы левой кнопкой мыши нажимаем. Проверьте так. Скорее всего, что здесь не стоит 0, поэтому программа не хочет нам строить. Она построила, только что ошибку показала. Все верно. Сейчас мы будем достраивать вот эту вот часть нашей выкройки. Для этого мы посмотрим на нашу схему, на нашу выкройку.
И видим, что здесь расширяется полотно на 4 сантиметра. И все это происходит в высоту до 15 сантиметров. То есть у нас такие значения. По x у нас 4, по y 15. Вот такая диагональная линия. Мы вызываем вот эту точку крайнюю и ставим наши значения. В поле, где x мы ставим 4, где y 15. И нам нужно поставить вот такую диагональную линию. Но мы должны сначала посмотреть, правильное ли здесь направление этого отрезка будет. Сейчас, если при данном раскладе линия будет построена вниз, потому что вот стрелочки вниз, нам нужно поменять направление. Меняем направление правой кнопкой мыши и нажимаем левой кнопкой мыши. Достроился наш участочек, этот отрезок. Что мы можем посмотреть, что что все правильно построилось. Мы можем сейчас определить высоту этого отрезка. Высота этого отрезка, смотрите, 15 сантиметров, а ширина 4. Вот наши значения, которые мы вводили. Не видно было, да? Вот, я вот так выделила. Сейчас еще раз вот так. И высота у нас 15 сантиметров, ширина 4. Остается нам соединить вот эти две точки. Мы просто выделяем их, выделяем эти точки. И у нас вот такая вот есть кривая линия, вот которая нам подходит. Видите, да? Вот эта кривая линия, она нам подходит, мы просто ее нажимаем. И программа сама распределяет и выстраивает нам эту кривую линию, то есть эту пройму. Что мы должны сделать далее? Мы же не будем половинку вязать, правильно? Нам нужно достроить симметричную вот эту часть сюда. Я чуть-чуть подвину. Здесь есть два варианта. Первое, что мы должны убрать вот эту линию, мы уже знаем, ножничками вот этими вот. Выделить какую-нибудь точку крайнюю, или эту, или нижнюю, или верхнюю, неважно. И здесь программа нам предоставляет такую возможность или как зеркало отобразить, и зеркало отображает полностью со всеми точками, да, нашу выкройку. Или сейчас вернем, или как симметрия. В чем разница между двумя вот этими вот функциями? Когда мы достраиваем вот цельный, вот этот вот, вторую часть цельную, да, мы можем менять какие-то значения, то есть двигать свою выкройку, и она будет симметрично меняться и здесь. То есть двигая эти точки, меняя эти точки, симметрично будет все меняться и с этой стороны, где у нас достроено. Но вернем назад. Так, вернули. Это что касается этой функции, симметричная выкройка. Что касается зеркала, вот что-то я натворила. Вот, что касается зеркала, тут с точками оно все отображает. Но тут такой функции не будет. Мы меняем с этой стороны, ничего не происходит с этой стороны. То есть в процессе уже работы вы будете себе подбирать, может быть, под какие-то разные задачи вы будете использовать эту или эту кнопку. После того, как мы построили всю выкройку, вся выкройка у нас на поле находится, мы можем проверить ее, посмотреть, сколько занимает у нас ширина нашего изделия. 98 сантиметров. Вот здесь вот мы видим, вот где стрелочка. Ширина по низу 46. И тут мы,
Вот давайте сделаем вот как будто бы мы уже все, вроде бы мы все сделали, вот нас устраивает, мы построили. Но сейчас мы должны наложить на нашу выкройку, на нашу вот всю игольницу, то есть как мы будем вязать, мы должны перейти во вкладку рисования. Здесь у нас уже стоит наша петельная проба. И нажимаем «Наложить выкройку». И нам машина показывает, что выкройка слишком широкая. Вот такая история происходит. Выкройка слишком широкая. То есть она не вмещается на все поле, на всю игольницу нашу. Ну, нам надо с этим что-то делать. Ну, а что нам делать? Мы должны же понимать, сколько чего мы должны убрать, чтобы получить вот эту выкройку, чтобы она все-таки разместилась у нас на нашей игольнице. Но здесь немножко мы посчитаем. Значит, мы должны взять вот этот вот размер, ширину изделия 98. А также мы возьмем петельную пробу, которую мы ранее с вами посчитали. Да? Вот будем уже брать за основу вот эту петельную пробу, которую пересчитала сама нам программа. Сейчас я перепишу быстренько. Так, ну вот я перенесла значение в тетрадку эти. Перейдем в выкройки. Еще раз покажу, что вот я выделила определить ширину полотна по верхней части. Мы же понимаем, что у нас здесь где-то что-то не проходит. Ширина полотна 98. По вот этому расчету мы знаем, ну или поэтому, давайте уже использовать тот, который у нас просчитала сама машина, программа, что 40 петель у нас, точнее в 15 сантиметрах и 38, 15-38 сантиметрах у нас 40 петель. Поэтому мы берем наше значение 98, которое вот это вся ширина, делим на 15 и 38. Получилось у нас 6,37, 6,4, если округлять. Что это значение означает? Что в 98 сантиметрах у нас 6,4 раз вот это вот значение. А это значение, мы знаем, что одно, состоит из 40 петель. Вот такая вот история. Мы умножаем дальше на 40 петель. И получаем 254. И мы понимаем, что игольница-то у нас вся занимает 200 игл, а 54 иглы у нас лишние. То есть на 54 иглы, но я возьму немножко еще меньше, чтобы у меня получалось где-то с одной стороны, ну, то есть где-то с одной стороны 94-95 игл было в работе от нуля, и 94-93 с другой стороны от нуля. То есть получается, что мне надо еще убрать где-то 10 петель. То есть по 5, чтобы было, да? То есть мне лишние здесь 54 плюс 10, 54 плюс 10. Это будет 64 петли. То есть еще раз вот повторю, что я делаю. Беру вот эту вот ширину полотна 98. Я определяю, сколько лишних петель, игл у меня в работе, которые мне надо убрать. То есть как я должна адаптировать или изменить выкройку, чтобы все-таки она входила в мое поле. 90 сантиметров я делю на 15,38, и это 6,4 у нас, да, ну там 6,37. 6,37 раз у нас по вот этому значению. И мы знаем, что одно это значение вмещает в себе 40 петель. 6,37 умножить на 40
и получаем 254, даже 255 петли, если округлять. У нас получается, вот сейчас бы мы вязали это, и самое широкое значение у нас 255 петель здесь было бы. Кто использует программу для ручного вязания, то без проблем, да, мы можем и вязать эти петли, нам ничего не надо корректировать, то есть нам достаточно, мы можем еще и длиннее сделать рукав, но мы собираемся вязать на вязальной машине, поэтому с этим надо нам что-то делать. Нам нужно убрать вот эти лишние 55 петель, и как я говорила уже, что с двух сторон я хочу, чтобы еще уже, ну то есть чтобы, вот понимаете, да, значение было от 0, 0, это вот у нас игольница, да, игольница, чтобы здесь было там 93, 95, и здесь 93, 95, так, вот так, чтобы было. Это получается, мне нужно убрать 55 вот эти вот этих петель лишние убрать, петли, и плюс, ну давайте по 5 с двух сторон, да, плюс 10 лишние. То есть нам нужно, чтобы в работу нам нужно убрать 65 петель вот с этой выкройки. Но как нам понять, сколько сантиметров нам нужно убрать? Нам же нужно в сантиметрах здесь убирать, не в петлях. И для этого мы должны 15, значение 15,38 разделить на 40, а потом умножить на на это лишнее количество петель. Делаем 15,38 делим на 40 и умножаем на 65. 24 сантиметра это получается общий и слева, и справа вместе. Нам надо с одной стороны, мы будем убирать. Так, разделим на 2. 12,5. 12,5 сантиметров. На 12,5 сантиметров мы должны укоротить вот эту часть. Ну, 12,5 с этой стороны, 12,5 с этой стороны. Еще можно это все делать только с одной половинкой, потом достраивать. Просто я сейчас вот это вот делаю, как еще дополнительное действие у меня получилось. Так, что у меня не захватилось. Сейчас, секундочку, уберу лишние точки. Понимаете, да? То есть можно вот посмотреть, сколько занимает ширина вот эта вот одна половинка, и то же самое просчитать. Ну, в общем, мы посчитали пока все, разделили на 2. Давайте я запишу еще раз, вот, чтобы это четко было видно. То есть мы берем вот это значение 15,38, делим на 40 и умножаем на 65. Это на количество лишних петель. И получили мы 12,5. 12,5. Ой, нет, мы получили больше, это я уже потом разделила так. Там было 25. И делим на 2. Получается 12,5. И сейчас я покажу, как мы быстро и легко в несколько действий буквально подкорректируем и исправим нашу выкройку. Мы знаем, что нам нужно с этой стороны, вот с этой, уменьшить на 12,5 сантиметров. Мы выделяем 2 точки вот эти вот. И где у нас x окошко, мы ставим минус 12,5. Где y, мы поставим значение 0. Это обязательно. И нажимаем вот эту кнопку «Сдвиг». Все вот так быстро мы подкорректировали нашу выкройку. И достраиваем вторую часть, симметричную. И сейчас мы перейдем уже с этой выкройкой на поле рисования и проверим ее. Нажмем «Наложить выкройку». И вот, ура, что получилось у нас такая история. Я, кстати, очень хотела, чтобы у нас получилось. Это одна из ошибок, которая при построении
выдает нам программа. Вот смотрите, что выкройка у нас стала в окошко, да, все получилось. Но вот что произошло? Как бороться с этим? Мы переходим опять назад в выкройку, опять возвращаемся. Мы берем, не буду вдаваться в подробности, что там произошло, что не так, где-то не сомкнутая линия, в общем, наверное. Ну или что-то там пошло не так уже, ну не то чтобы в программе, ну в общем, как в какой-то кривой. Или в какой-то прямой, кривой, или в точках. Мы убираем все вот этой кнопкой, убираем все линии. Я просто вам показываю, как решить этот вопрос, как решить эту проблему. И соединяем заново все точки. Вертикальная. Вот. Еще раз пробуем. Делаем зеркало или симметрию. Переходим. Вот, смотрите, все. Все отлично. Вот так и решение вопроса. С этим сталкиваются многие, особенно на первых этапах бывает такое. Или когда ты долго строишь, там что-то меняешь, бывает такое, что-то там происходит. Ну, вот решение вопроса, чтобы вам на заметку, чтобы вы не волновались, а сразу знали, как это все исправить. Вот такая вот у нас выкройка получилась. Еще плюс к этому хочу добавить, если вдруг вот мы смотрим, ну, мне не нравится, то есть я не хочу такое длинное изделие, я хочу покороче. Как мы можем это сделать? Покороче это значит поднять по Y, да, вверх. Мы выделяем эти точки. X у нас должен обязательно стоять на нуле, 0 значения. Если мы не поставим, то и сдвинется по X. Если 0 мы не поставим, то и все, выкройка сдвинется по X тоже. Нам нужно только задать значение по Y. Например, я хочу, что здесь у нас сейчас высота, давайте посмотрим, высота 49, а я хочу на 9 сантиметров меньше. То есть, чтобы было 40 у меня длина, высота изделия. Я выделяю нижний вот этот отрезок и отнимаю 9. То есть поднимаю на 9 сантиметров. Кнопкой вот эта стрелочка. Вот. Точнее, сдвиг. Ну, стрелочки в разные стороны. Вот смотрите, что произошло. У нас сейчас проверим, все ли правильно. Высота 40 сантиметров. Что я хочу подкорректировать эту выкройку, что мне не нравится. И вообще мы можем, в принципе, давайте посмотрим ширина. Ширина 46 сантиметров. Ну, достаточно, может быть, для кого-то эта ширина будет больше. Возможно, для кого-то эта ширина будет большая, то есть свободная. Особенно если брать по этим точкам. То есть убрать эту точку, вот этот отрезок, и сгладить одной кривой линией от этой точки и до этой точки. Так будет красиво, красивее и удобнее нам. Мы удаляем эти линии, удаляем лишнюю точку. Да, и как вы уже заметили, что когда мы делаем вот здесь вот без симметрии, да, в зеркале, то здесь у нас ничего не меняется. Поэтому нам лучше это убрать, потому что мы будем достраивать заново, или все-таки поставить симметричную выкройку. Ну, тут уже смотрите просто сами, тут уже вы можете по-разному делать. Так, мы соединяем эти две точки вот этой кривой, и вот такая красивенькая выкройка у нас получилась. И сделаем симметрию. Перейдем на вкладку рисования. Отобразилась у нас наша вся красивая выкройка. Все получилось. Давайте посмотрим значения, какие у нас выставляет программа при вязании. Переходим на вкладку вязания. Переходим на вкладку вязания и посмотрим, с чего начинается, сколько нужно петель в работу, игл в работу, да, с первого ряда. Первый ряд 61, 60 петель в работе. И по самому, если мы широкому, 96 слева, 95 справа. То есть практически на всю игольницу, да, вот как
как мы и хотели с вами. Хочу сказать, что эту выкройку можно распечатать на принтере, но для того, чтобы печатать и вообще для удобства, можно установить начало координат, возьмем за центр и вот нажмем вот на вот эта установка начала координат. Вот, посмотрите, все на пересечении, все ровненько, все красивенько у нас получилось. Просто когда в печатной форме, там будет конкретно вот эта точка является началом координат, и симметрично вправо-влево будут просто отмечены координаты. К сожалению, эта программа не печатает нам выкройку вместе со значениями там, где нужно запускать, там, то есть, точнее, где прибавлять полотно, петли, то есть с убавками и прибавками оно не печатает. Но некоторые печатают выкройку и сами потом вручную дописывают вот эти значения. И после того, как мы построили выкройку, проверили ее и нас все устраивает, мы должны ее сохранить. Внести в нашу базу эту выкройку, в базу выкроек. Также если бы мы делали бы несколько выкроек, точнее у нас модель состояла из нескольких деталей, там, допустим, сперед, спинка, рукав, то, конечно, мы должны были бы каждую деталь назначать, называть и здесь заносить в список, и только потом мы сохранять полностью выкройки. Но так как в данном случае у нас деталь одна, поэтому мы ничего не можем никак ее не назвать, я имею в виду не назначать здесь, ее не определять в это поле, мы просто должны ее сохранить. И я обычно сохраняю вот так. Можно нажимать на дискету, но я заметила разницу, что лучше сохраняется выкройка, если мы будем пользоваться выпадающим вот этим окошком. То есть выпадающим меню. Значит, нажимаем «Сохранить выкройку», называем, конечно же, мы должны назвать эту выкройку так, как мы и называли петельную пробу для этой выкройки. Название у нас, если вы помните, новый проект был. Новый проект. И сохранить. Давайте проверим, как сохранилась наша выкройка. Мы удаляем, очищаем поле все, нажимаем на папочку эту и находим новый проект. Открыть. Вот, пожалуйста, вся работа наша по поводу создания выкройки завершена. Мы теперь можем открыть в любой момент, найти эту выкройку. Также мы к этой выкройке сразу можем найти петельную пробу, потому что у нас стоит название петельной пробы совпадает с названием выкройки.